тенистых местах нашего русского леса растет одна очень интересная травка, которую вы наверняка знаете как простой огородный сорняк. Но использовать мы ее сегодня будем для интересного способа вторичной ферментации, а именно для добавления кислинки в сильно газированные натуральные напитки на основе камбучи или чайного гриба. Давай, Ли, будешь помогать? Будет. Травка наша называется кислица. Она как раз сейчас цветет. У нее очень нежные листики первого года. Ну, давай оцени. Да, кислица очень вкусная. Кислица очень вкусная и полезная травка. Обязательно, находясь в лесу, скушайте пару веточек. Кислица – это заменитель щавеля в салатах и супах. Если у вас есть возможность, отправляйтесь в майский лес и заготавливайте ее как можно больше. Очень полезная нежная травка. Мы сегодня будем делать травяной сбор для вторичной ферментации, и кислица станет основой нашего сбора. Да? Да. Ну что, мы с умной овчаркой собрали кислицу. Вот такие вот 2 букетика у меня получились. Очень праздничные, нарядные. Один букетик я традиционно отношу маленькой дочке, потому что она любит кислицу в сыром виде. А один букетик нам понадобится для вторичной ферментации. В нашем лесу растет целыми зарослями дикая черная смородина. Вы наверняка знаете ее потрясающий аромат, поэтому будем собирать ее тоже для вторичной ферментации нашего газированного летнего травяного напитка. Но возьмем прям буквально 3-4 небольших веточки. Смородины у нас здесь растет много, поэтому мы не навредим кустарнику. Давай. Лю? Не навредим. Берем вот такие вот веточки небольшие. Прям буквально 3-4 штучки. Вот нам, пожалуй, хватит. 3 таких вот почки, что ли, сочленения. Берем смородиновый дикий лист. Вы можете взять и огородный. Вот такого количества. У меня здесь вот 4 таких почки с листьями. Нам хватит для ферментации. Пучок кислицы и немножко смородины. Следующий вид травы, который я вам настоятельно рекомендую положить при ферментации вашего газированного напитка, это таволга вязолистная, хорошо известная вам по моим предыдущим рассказам. Возьмите буквально 5-6 веточек на пол-литра жидкости. Вот такой вот небольшой пучок вам будет достаточно для придания такого очень специфического яркого травяного аромата. Травяного с запахом ванили. Вот так выглядит таволга. У нее красные стебельки. Именно та самая вязолистная, которая нам нужна. Красные стебельки и зеленые листочки. Берем молодые листья, которые не горчат. Можете даже прям попробовать, горчит или нет ваша таволга. Вот видите, какая она специфичная. Не надо ее кушать. Вот мы с вами и добрались до процесса вторичной ферментации лесных трав. Я предлагаю вам взять листья дикой смородины, кислицу, таволгу. Также вы можете взять что-нибудь хвойное, например, веточки сосны или веточки ели, почки ели, все что угодно. Зелень моем, отправляем ее в воду. Я уже ее несколько раз помыла, это уже просто показательная акция. Отправляем зелень в воду. Также я сорвала у себя в огороде стебель ревеня. Его я тоже меленько измельчаю. Вместо ревеня вы можете взять изюм, сушеные яблоки, черешню, все что угодно. Мне хочется вот такой фруктовой нотки, но сейчас в мае никаких фруктов у нас нет, поэтому фруктовой ноткой будет ревень, стебель ревня. Режем ревень и отправляем его в бутылку. Бутылка у меня вот такая, с бугельной крышкой. Такие бутылки легко можно найти на маркетплейсах, прям так и вводите в строку поиска «бутылка с бугельной крышкой». Именно такая и только такая поможет нам сделать ферментацию, ферментированный напиток наш газированным, сильно газированным и очень похожим на шампанское. Вы удивитесь, но это правда будет похоже на шампанское. Только у него будет сильный травяной вкус и много-много пузырьков.
Отправляем ревень в бутылочку. В нескольких водах моем травку. И сейчас наша задача как можно мельче порезать траву, для того, чтобы потом из бугельной бутылки нам было легко ее извлекать. Можно, кстати, даже пробить траву в блендере, но мне нравится, когда она кусочками плавает буквально в напитке, и процеживать ее можно уже в процессе переливания напитка в стакан. Но для того, чтобы трава вышла из горлышка, нам нужно ее мелко нарезать. Прям общим пучком можете резать, а можно отдельно небольшими пучками. И теперь вот такую нарезанную зелень отправляем в бутылочку. Трава у меня уже в бутылочке. Здесь у меня стоит камбуча или чайный гриб, который станет основой для нашей вторичной ферментации. Сейчас нам нужно перелить чайный гриб в бутылку. Берем бутылочку и переливаем туда камбучу. Вот смотрите, я заполнила бутылку на 2/3. Сейчас я возьму такую вот удобную турочку, налью туда воды, растворю в ней сахар и перелью тоже оставшуюся часть в бутылку. Ну что, растворяем в воде, в обычной воде или во фруктовом соке 3 или 4 чайные ложки сахара. Сладость зависит от того, насколько сладкий был ваш квас из чайного гриба, а точнее грибная камбуча. Растворяем сахар в воде и отправляем его к нашим травам. Сладкий сироп готов. И переливаем его в бутылку с бугельной пробкой к нашей камбуче и к нашим травам. Чайный гриб мы выращиваем уже много лет и активно его используем именно для вторичной ферментации. А также чайный гриб – это прекрасный маринад для мяса на шашлык. Обязательно попробуйте, если у вас будет возможность. Шашлык, замаринованный в чайном грибе, получается невероятно вкусно. Теперь нам нужно закрыть пробку бугельную и как следует перемешать содержимое нашей бутылки. Самое главное. Вот эту вот бутылку для вторичной ферментации мы оставляем на 2 дня в тепле, но не на солнышке. То есть ставим ее в шкаф где-нибудь рядом с кухонной плитой, чтобы было тепло, но не было прямого солнечного света. Далее мы убираем бутылку в холодильник, потому что так газация пойдет интенсивнее и напиток будет с мелкими-мелкими пузырьками. На маркетплейсах вы также можете найти, например, водяной рис. Мы тоже, кстати, его выращиваем, я о нем расскажу вам подробнее в другой раз. Морской рис тоже прекрасное вещество для вторичной ферментации. Он выращивается очень похоже на чайный гриб, но только в нем в процессе ферментации участвуют фрукты и сахар. Больше ничего. Чай не используется. Напиток, который получается из морского риса, получается на вкус как что-то кисломолочное. И поэтому он часто называется еще water кефир или водяной кефир. Попробуйте обязательно этим летом вырастить свой собственный водяной кефир и ферментируйте на нем травы, ферментируйте на нем фрукты, ягоды, все что угодно. Особенно если у вас остались замороженные ягоды или сушеные, обязательно добавляйте их в бутылки для вторичной ферментации. А мы с вами встретимся через неделю, чтобы попробовать травяной напиток, но хочу сказать наперед, что мы делаем его каждый год с различными составами, и именно этот состав на лесных травах мне кажется одним из самых удачных, потому что таволга дает насыщенный аромат ванили, кислица дает травяной вкус и кислинку, а смородина вот такой характерный, запоминающийся яркий вкус смородиновых веточек. Ревень здесь даст фруктовые нотки, а чайный гриб придаст напитку такой вот характерный кисловато-терпкий вкус с множеством пузырьков. Обязательно попробуйте и летом ставьте свои вторичные ферментации напитки как можно чаще. Это и полезно, и очень вкусно. Открываем очень осторожно, чтобы у нас не выстрелила пробка. Сначала спускаем основной газ. Видите, пузырьки поднимаются. Если я сейчас отпущу пробку, у меня здесь все выстрелит, поэтому я потихонечку стравливаю образовавшийся газ. Лучше сразу над чашкой это делать. Давайте пробовать. Вот такой вот сильно газированный и очень ароматный напиток получился. Основная нотка — это черная смородина.
черная смородина очень ярко чувствуется. Очень мало сахара. Если хотите более газированный, более сладкий, нужно класть чуть-чуть побольше, чем я положила. Но мне нравится именно вот такой вот кисленький вариант. Ориентируйтесь на свой вкус. В принципе, можно это делать с любыми травами и ягодами, которые вам нравятся. Но мой фаворит это все-таки черная смородина и кислица. Яркий вкус этих трав чувствуется лучше всего. С вами была Катерина Пискунова. Приятного вам аппетита и до новых встреч на канале «Живые вещи».